Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о волокне кевлар, волокне, спасшем тысячи жизней. Люди воевали всегда и всегда пытались сохранить свою жизнь. За тысячелетия применялись самые различные способы защиты. Это были кольчуги, это были латы, это были различные шлемы, это были стальные латы и так далее. Но по мере того, как развивались средства защиты, развивались и средства поражения. И только в середине 20 века появились действительно средства защиты, способные сохранить жизнь человеку при поражении ножом или огнестрельным оружием. Такие материалы и такие изделия получают из арамидных волокон, из арамидных нитей и так далее. А появились параарамиды только в середине 20 века. Разработаны они были фирмой Дюпон. И первое волокно из семейства параарамидов называлось волокном кевлар. И принадлежит его изобретению вот этой женщине, которую звали Стефани Кволик, работала на фирме Дюпон. Она и изобрела волокно кевлар, которое сейчас применяется, и его аналоги применяются повсеместно во всем мире. Работала она в 1964 году на фирме Дюпон. Технология была разработана в 1965 году, а с начала 70-х годов уже был освоен промышленный выпуск волокна кевлар. Но немножко поговорим об этой замечательной женщине, потому что действительно на пантеоне великих ученых, простите меня все женщины, но не так много женщин-изобретателей, физиков, химиков и так далее. Тем не менее, эта женщина как раз-таки и является опровержителем всех этих легенд, что это только мужское занятие. Родилась она в Нью-Кенсингтоне в Пенсильвании, закончила колледж университета Карнеги и в 1946 году с целью подработки она устраивается в фирму Дюпон в Нью-Йорке. Вообще страстью к химии ее заразил отец, а мать вообще ее увлекала шитьем, модельерством и так далее. Группа Стефани Кволик в начале 60-х годов 20 века работала над новым материалом для автомобильных шин, поскольку в это время ожидался дефицит бензина в США и нужно было разработать более легкие шины. Она работала над полимерами типа полифенилен-терефталата, и результатом работы ее стал какой-то жидкий кристалл, к которому она подбирала растворитель. Стефани подобрала растворитель, но раствор был мутным и внешне был вообще похож на самогон, хотя такие растворы должны быть густыми и прозрачными. Он настолько не понравился инженеру, который заведовал прядельной установкой для формования, что он сказал: «Я не залью эту гадость в свое устройство, простите, пожалуйста, вы забьете мои тонкие фильеры». Но в результате ей удалось уговорить его. Раствор был загружен в установку, были получены нити, и как только она начала исследовать эти нити, она поняла, что что-то она открыла очень необычное, поскольку волокно выдерживало нагрузки, о которых выпускаемый в то время нейлон или капрон даже не мог мечтать. Некоторое время она скрывала свое изобретение, поскольку не верила в то, что она изобрела. Но когда она предоставила свои результаты руководству компании, все поняли, что именно она изобрела, что на пустом месте, по сути, образовалась новая область полимерной химии. Ее изобретение принесло компании миллиарды и приносит до сих пор. Сама она никакой финансовой выгоды от этого не получила, но получила много славы, она получила много престижных наград, которые женщины-химики никогда не получали. Она получала премию Лемельсона для изобретателей, медаль Перкина, высшую награду США в области химической промышленности, национальную медаль США в области технологий. Стала 4-й женщиной, которая была принята в Национальный зал славы изобретателей. И до конца жизни она долго еще работала в фирме Дюпон, учила молодежь и так далее. Но к этому продвижению кевлара она больше никакого отношения не имела. На сегодняшний день из кевлара делают тысячи наименований различных изделий,
начиная от покрытий для яхт, кораблей, авиакосмической промышленности, заканчивая тросами и так далее. Но она больше всего до конца жизни гордилась тем, что ее волокно использовали в производстве бронежилетов для баллистической защиты и для производства одежды пожарных спасателей, потому что это волокно спасло десятки тысяч жизней. А теперь мы поговорим конкретно, что же это за волокно такое кевлар и почему он обладает такими высокими свойствами. Итак, кевлар относится к группе арамидных волокон, это ароматический полиамид. Полимер, образованный из длинных цепочек молекул, которые образованы из сотен более мелких молекул мономеров. Это сверхпрочные и сверхвысокомодульные волокна, которые располагаются по строго упорядоченной структуре. Амидные связи за счет высоких межмолекулярных связей между соседними цепями полимера обеспечивают высокую прочность, а арамидные кольца обеспечивают высокую термостабильность. Эти межмолекулярные силы называются водородными связями. Электромагнитное притяжение между атомами водорода в одной цепи и атомами кислорода в другой цепи. Вот за счет такого строения этих молекул нить и получается такой высокопрочный и, кроме того, еще и термостабильный. Кевлар – это торговое название полимера полипарафенилен терефталамида. Его плотность 1,44 грамма на сантиметр кубический, намного меньше, чем плотность у стали 7,8 грамм на сантиметр кубический. То есть это волокно в 5 раз легче стали, но тем не менее в несколько раз прочнее стали. То есть мы получаем более легкое волокно, чем сталь, и более прочное одновременно. Представляете, какой это сразу был прорыв для различных средств защиты, и не только, и для укрепления, для композитных материалов и так далее. На сегодняшний день существует 3 группы арамидных волокон. Это параарамидные волокна. Наиболее ярким представителем их является волокно кевлар фирмы DuPont США, тварон Японии и топоран. Это волокно китайское. А также российские аналоги Русар, СВМ, волокна Руслан, которые тоже относятся к параарамидным волокнам. Другой группой арамидных волокон являются метаарамидные волокна. Наиболее ярким представителем является Nomex, той же фирмы DuPont США, Teiji Conex, Teijin Япония и New Star, также китайской фирмы Yantai. Также к этой группе относятся сополимеры полиамида. Волокно Кермель французского производства и волокно Технора японского производства. О некоторых из этих волокнах мы обязательно поговорим в отдельных выпусках, но сегодня мы уделим больше внимания волокну кевлар. Итак, производство кевлара. Формование происходит из раствора полимера. Получается полимер, затем он получает из него раствор, растворяя его в сильных кислотах, например, в серной, и через фильеры продавливаются волокна. Можете посмотреть в одном из моих выпусков про химические волокна, как происходит само формование. Получается нить, которая затем наматывается на упаковку. Кевлар может выпускаться в разных видах. Самое главное, конечно, это в виде комплексных нитей разной линейной плотности. Из этих комплексных нитей делают затем ткани. Также в виде штапельного волокна. Это когда разрезают, жгут на отдельные волокна, получают штапельные волокна необходимой длины. Из штапельного волокна делают пряжу. Из кевларовой пряжи в основном делают перчатки непрорезаемые, и другие средства защиты. Он более комфортный в носке именно для одежды, чем комплексные нити. Также кевлар выпускают в виде пульпы. Это очень-очень короткие волокна длиной 1-2 мм, даже меньше, которые используются как наполнитель для усиления каких-то конструкций. Выпускается в виде нетканых материалов. Нетканые материалы используются как подкладка, как материалы для сапог, для штанов, непрорезаемых бензопилой, для одежды пожарных и так далее. В основном идет во внутренние слои одежды. И даже в виде специальной бумаги
а это бумага, которая складывается в форме вот таких вот пчелиных сот, потом погружается в смолу, смолой пропитывается, получается сверхпрочный материал, на 90-99% состоящих из полостей, то есть очень легкий, но очень прочный. Используется в авиакосмической промышленности вот такая вот кевларовая бумага. Итак, теперь поговорим самое главное о свойствах волокна кевлар. Ну, первое, что, конечно, выделяется, это высокая прочность, высокая разрывная нагрузка и высокий модуль упругости. Ну, что такое высокая разрывная нагрузка? Я думаю, большинству понятно. Разрывная нагрузка – это максимальное усилие, которое выдерживает образец нити при растяжении до момента разрыва. Но вы можете меня спросить, те, кто далек от физики, а что это такое модуль упругости? Поэтому давайте попробую вам в простых словах объяснить, те, кто забыл школьный курс физики. Модуль упругости – это способность материала упруго деформироваться и принимать в итоге первоначальный вид после приложения силы. То есть, смотрите, вот к нити приложили какую-то силу, оно деформировалось, потом силу убрали и деформация пропала. Вот чем меньше остаточная вот эта вот деформация, тем больше модуль упругости. В общем виде, в наиболее модуль упругости определяется через закон Гука. E равняется сигма, деленное на эпсилон, где E это модуль упругости, сигма напряжение, вызываем в образце действующей силой, когда она прилагает нагрузку. Это напряжение равно силе, деленной на площадь приложения этой силы. И эпсилон это упругая деформация образца, вызванная напряжением, то есть равна отношению изменения длины образца после деформации к его длине первоначальной. И вот этот модуль упругости у кевлара очень высокий, до 180 гигапаскаль. Ну, это огромное число, мы сейчас сравним его с другими показателями. Разрывная нагрузка же комплексной нити до 260 сантиньютонов на текст. Это очень много, в 5-7 раз выше, чем у полиэфирной комплексной нити, в 10 раз выше, чем у шелка, и примерно в 5 раз выше, чем у стальной проволоки. Разрывная прочность кевлара от 270 до 540 кг на миллиметр квадрат. Это вот и есть вот это вот разрывное напряжение, прилагаемое к единице площади. У стали, обратите внимание, 50-170, то есть в несколько раз меньше. Эти свойства и обусловили применение кевлара, например, для усиления шин, для изготовления специального корда для тяжело нагруженных покрышек, ну, например, для техники военной, строительной, тяжело нагруженной, для автомобилей гоночных и так далее, где нужна супервысокая прочность шин покрышек. Ну а также для средств баллистической защиты, конечно же, эти свойства были важны. Ну вот посмотрите, в этой таблице у меня сравнительные характеристики разрывной нагрузки кевлара с другими видами волокон. Вот здесь как раз таки приведены показатели разрывное напряжение фунтов на квадратный дюйм. Мы видим, что у кевлара эти значения выше, чем у стали, чем у нейлона, чем у полиэстера, чем у полиэтилена и так далее. И только они уступают по этому показателю стекловолокну. Но стекловолокно не применяется для данного использования, там, где применяется кевлар, из-за своей хрупкости. Для него есть другие применения. Вторым очень важным свойством кевлара являются высокие теплофизические свойства. Это термо- и теплостойкость, а также негорючесть. То есть волокно и изделия из него выдерживают высокие температуры, не разрушаясь, а также выдерживают не только высокие температуры, но и открытое пламя. Ткань хорошо переносит не только высокие, но и низкие температуры. Кевлар сохраняет прочность и эластичность при низких температурах вплоть до криогенных минус 196 градусов. И при низких температурах он становится даже прочнее немножко. Кевлар не плавится, а начинает разлагаться при температуре 430-480 градусов. При повышенных температурах более 150 градусов прочность кевлара постепенно начинает уменьшаться. Например, при температуре 160 градусов прочность уменьшается на 10-20%, но только после 500 часов нагревания. Вы понимаете, в каких жестких условиях эксплуатации он должен находиться.
А при 250 градусах кевлар теряет 50% своей прочности, но только через 70 часов. Посмотрим вот на этот вот график, где мы видим вот постепенное снижение прочности при повышении температуры. Это свойство для всех марок кевлара. Кислородный индекс этого волокна 29-30, достаточно высокий для того, чтобы это волокно применялось в одежде пожарных спасателей. Кислородный индекс – это показатель, который говорит о том, какое должно быть содержание кислорода в воздухе для того, чтобы изделие или волокно загорелось. Этот показатель высокий, подходит для ГОСТов, в том числе и российских, и белорусских. Вот поэтому и можно применять различные парарамиды для изготовления одежды пожарных спасателей. Также у нити кевлар низкая электропроводность, а значит ее можно использовать там, где существует возможность поражения электрическим током, электрической дугой, и кроме того еще и работа связана с высокими температурами. У кевларового волокна низкая усадка, всего лишь 0,2%. Кевлар не усаживается, как другие органические волокна, под действием горячего воздуха или высокой температуры, так как имеет очень маленький коэффициент теплового расширения в продольном направлении. А это говорит о том, что даже под воздействием температур, краткосрочных или более длительных, кевлар не теряет свои свойства и не меняет свои размеры. Кроме того, кевлар устойчив к действию самых различных химикатов. Он не теряет прочности при взаимодействии с большинством химикатов, с разными абразивными веществами, не окисляется и не коррозирует. Кроме того, он не токсичен и поэтому может эксплуатироваться людьми в самых различных условиях, не оказывая никакого негативного влияния на организм человека. Ну, давайте посмотрим некоторые из видов химикатов, с которыми он не взаимодействует. Вот посмотрите, различные бензины, нитриты, различные, что мы тут еще видим, этилы, этилалкоголь, фреон, ацетон и так далее. Нон, то есть не оказывает какого-то разрушающего воздействия. Ну и также можно перечислять достаточно много. Содиум хидрохлорид, содиум хлорид, что тут еще, соленая вода и прочее не оказывают разрушающего воздействия на волокно кевлар. Здесь в этой таблице я привел общую характеристику его свойств. Плотность волокна, разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, как видите, небольшое, всего лишь 2-3%. Влажность волокна небольшая, 3,5-4%, оно впитывает небольшое количество влаги. Ну, температура эксплуатации и так далее. И за счет того, что волокно обладает вот таким вот широким спектром свойств защитных, это обеспечивает и обуславливает такие виды его как применение, как тепло- и огнезащита, это в первую очередь одежда пожарных спасателей, механическая защита от разрыва и прочее, это для спецодежды, и баллистическая защита, это бронежилеты, бронеавтомобили, бронекаски и так далее. Не может быть меда без дегтя, поэтому у кевлара есть некоторые недостатки. Одним из его недостатков является низкая устойчивость к действию ультрафиолетового излучения. Вот в таком виде, если носить бронежилет где-нибудь техасским рейнджером, которые ловят мексиканских мигрантов, то, в общем-то, прослужит оно недолго, так как под воздействием ультрафиолета свойства начинают теряться, и прочность волокна снижается достаточно быстро. А значит, волокно нужно защищать, изделие нужно защищать, кевларовую нить нужно защищать от прямого попадания солнечных лучей. Но это если идет речь об интенсивной эксплуатации сотни часов подряд. Причем разрушает ультрафиолетовое излучение только под определенным спектром, определенная длина волны. Каким образом можно защитить кевларовое волокно? Можно его чем-то закрыть, оплести другими волокнами, запаять в какую-то оболочку полимерную и так далее. А лучше сделать и то, и другое, в зависимости от того, каким способом, как вы собираетесь эксплуатировать данное изделие. Если же мы говорим о свете от лампы
или о свете, проникающем через окно, то такое излучение, такая длина волн не разрушает кевларовое волокно и изделия из него. Существует также и потеря прочности кевлара в мокром состоянии. В зависимости от вида параарамидных волокон, ну, как я вам говорил, их много, фирм сейчас выпускают, потеря прочности может быть разная. Некоторые фирмы заявляют, что у них вообще нет потери прочности, но тем не менее практический опыт показывает, что потеря прочности все-таки есть, и намокшая ткань теряет часть своих механических свойств от 2 до 10%, опять же, говорю, в зависимости от того, что за производитель, если я говорю не только о кевларе, но и о других параарамидных волокон. Каким же образом избежать этой потери прочности? Для этого происходит нанесение какого-то водоотталкивающего покрытия на кевларовую ткань, для того, если вы хотите полностью сохранить его механические свойства, например, для баллистической защиты. Кроме того, у кевлара низкое разрывное удлинение, я сказал, 2,5–3,5%, что говорит о том, что работа разрыва ткани также снижается. Кевларовое волокно не обладает эстетической привлекательностью, что в принципе для него и не нужно, так как у него абсолютно другие цели. Поэтому оно, конечно же, не используется для уличной одежды, для похода в театр или в кино. Назначение этого волокна совсем другое. Кроме того, у кевлара низкая прочность на сжатие, поэтому он не используется в качестве основного строительного материала при работе с такими объектами, как мосты и другие конструкции, где присутствуют силы сжатия. У кевлара высокая цена. Ну, как бы хотите защитить свою жизнь, свое здоровье, вы должны быть готовы к тому, что цена 1 килограмма нити от $100. Можно, конечно, найти и более дешевые аналоги, но здесь вам уже не будет гарантирован такой высокий комплекс свойств. Ну и, соответственно, раз стоимость нити такая высокая, то и стоимость ткани, в зависимости от ее плотности, тоже будет достаточно высокий, 30, 40, 50 евро за 1 метр. Кроме того, не нужно думать, что кевларовый прям бронежилет это панацея. Все-таки его прочностные характеристики ограничены, и ткань однослойная из кевлара не защитит вас ни от пули, ни от удара ножа. Когда разрабатывались первые бронежилеты, оказалось, что вот 7 слоев кевларовой ткани марки К-29 способны остановить пистолетную пулю, но из-за тонкости не могут остановить острые, тяжелые предметы с большим импульсом, например, штык или винтовочную пулю, автоматную пулю и так далее. Поэтому в современных армейских бронежилетах комбинируют кевларовую ткань с другими материалами, с пластинами из стали, с пластинами из титана, с керамическими пластинами, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье человека. Поэтому, когда вы смотрели недавно Джона Уика, 5-ю часть, где он полый от плаща защитился, ну не знаю, там от нескольких тысяч выстрелов, когда его расстреливали там в упор и по-всякому, ну, конечно, это вызывает некоторые сомнения, хотя есть и, конечно, облегченные бронежилеты, это отдельная тема, но все-таки это не панацея, и на 100%, если не усиленный бронежилет, он, конечно, жизнь не сбережет. Но сохранит, возможно, частично. Кевлар выпускается в самых разных разновидностях. Много марок существует кевлара. Традиционная, самая первая марка кевлара К-29, выпущенная в 1975 году. Это ходовой вариант для спецодежды, для военной экипировки, спортивного снаряжения. Самая старая марка для производства силовых кабелей, тормозных колодок, протезов, ортопедических стелек там, и так далее, ну и в том числе, конечно же, и бронежилетов. Вот. А бронежилет, когда его разрабатывала Национальная служба безопасности США, в первую очередь должен был защищать от воздействия 2 пуль 38-го калибра Special и 22-го калибра Long Rifle. И вот для этих целей как раз таки разрабатывали вот этот 7-слойный пакет, который на определенном расстоянии задерживал пулю и сохранял жизнь полицейского. И, в общем-то, в современной экипировке примерно в том или ином качестве и используются кевларовые бронежилеты.
таким вот набором. Следующая марка, которую я вам расскажу, это марка К-49 кевлар, применяемый как армирующий материал при изготовлении композитов, оптоволоконных кабелей в судо- и авиастроении. Многие верфи современные делают корпуса своих яхт из кевлара, но это дорого, это очень сильно удорожает, но облегчает конструкцию. Например, итальянская верфь Кранчи производит яхты из кевлара размером от 11 до 21 метра. Но также используется эта марка для канатов и для композиционных пластмасс. Материал К100 это окрашенный кевлар, используется для изготовления защитных и обшивочных покрытий при производстве спортивной одежды и экипировки. К119 кевлар повышенной прочности и растяжимости используется для усиления покрышек, резиновых изделий, шин, даже велосипедные шины могут быть усилены кевларом. Кевлар HT High Tenacity и кевлар HM High Modulus высокопрочные, высокомодульные, имеет прочность на 20% выше, чем у кевлара К29. HM имеет на 40% больший модуль упругости, чем 29. Используется в аэрокосмической промышленности и в производстве специальных композитов сверхвысокопрочных и, соответственно, облегченных. Кевлар AP и К129 более упрочненные типы материалов по сравнению с К29 используются для бронекасок, для бронежилетов и для защиты бронеавтомобилей. Кевлар КМ2 и КМ2+. Это кевлар, который имеет влагостойкую защиту, опять же, для средств баллистической защиты, для бронежилетов и так далее. КМ2 с плюсом, с добавлением смол, еще больше увеличивает баллистические показатели. А кевлар антистап 400, антистап антипрорезаемый, используется для различных перчаток, но для строительных рабочих, для самых различных сфер применения, не только это военные, полиция, но это и многие люди, которые работают со стеклом и с теми материалами, которые могут порезаться. Он защищает от удара ножом, сокращает деформации до 15%, но также защищает и от других опасных ситуаций, осколков, ударов, пуль и так далее. И последний вот выпущенный кевлар, кевлар IC600D, тоже используется для бронежилетов, для средств баллистической защиты, обладает большей гибкостью и удобством для полевых условий. Ну, кроме баллистической защиты у кевлара масса и других применений. Это защитная одежда для мотоспорта. Даже вот есть кевларовые джинсы. Ну, понимаете, что когда человек может упасть с мотоцикла, чтобы сохранить свои ноги, свою кожу, это очень важно. Армирующие вставки в одежду, у кого нет денег, чтобы купить кевларовые джинсы, можно купить просто одежду с кевларовыми вставками в наиболее опасных местах, там, где человек может упасть и повредить себя. Антипрокольные стельки для обуви, для тех, кто работает на стройке, также для пожарных спасателей и так далее. Ну, даже есть такая область применения, как бронезонт для защиты высокопоставленных лиц. Как я вам говорил, яхты, лодки, их корпуса изготавливают из кевлара. Сейчас стали очень модными корпуса для телефонов и чехлы для телефонов из кевлара, которые защитят ваш iPhone 14 Pro, когда вы его уроните на кафельный пол. Вот. Ну, все рыбаки знают кевларовые поводки для ловли щук и всяких саблезубых рыб, чтобы они не прорезали его, не срезали этот поводок. Ну, конечно, очень большое применение кевларовых различных страховочных средств для строительных работ, для альпинизма, для промышленного альпинизма и так далее. Это суперпрочные канаты, шнуры и средства страховки. Музыканты тоже пользуются кевларом. Сетки для барабанов высокопрочные делают из кевлара. В спорте делают струны для теннисных ракеток из кевлара. Ну и даже есть швейцарские носки из кевлара, которые могут использоваться без обуви. Пожалуйста, надел носочки и ходи, тебе удобно. Чувствуешь себя последним из могикан, индейцем, который ходит по городу в кевларовых носках.
Ну и в конце нашей передачи, посмотрите, здесь мы видим на фотографии шлем капрала американской морской пехоты Дэниела Гринвальда, который спас ему жизнь в Фаллудже после какой-то военной операции. Я же желаю мира вам и вашему дому. Всего хорошего. Спасибо за внимание.